Всем привет! В этом ролике мы вяжем красивый бактус, который по совместительству является косынкой. То есть мы можем носить его в качестве головного убора или в качестве украшения. Невесомый, мягкий, нежный и очень приятный к телу. Такой бактус понравится каждому. Ширина изделия 55 сантиметров. Длина, то есть самая длинная сторона, 1,80 м. Вяжется бактус очень быстро, буквально за пару вечеров. Вязать будем из пряжи Гималая Ультра Кашмир. Очень нежная, очень мягкая пряжа. В составе акрил и альпака. На 50 грамм 175 метров. На бактус у меня ушло 1,5 мотка. Пряжа очень нежная, шелковистая, очень приятная к телу. Нить с длинным ворсом, но в процессе вязания не было такого, что пух летает по всей комнате. Мой цвет 56801. Красивый цвет розовой пудры. Изделия из этой пряжи выходят воздушными. Производитель говорит о том, что изделия из этой пряжи надо стирать только вручную. Я стирала бактус в машинке на режиме ручной стирки. После ВТО изделие растягивается совсем чуть-чуть. Оставляем небольшой кончик нити. На спице 5,5 обычным способом набираем 3 петли. Набрали 3 петли, разворачиваемся. Провязываем эти петли изнаночными. Первую кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные. Разворачиваемся. Кромочную снимаем, делаем прибавку из петли на ряд ниже. Вот она петля, на ряд ниже. Подхватываем ее правую стеночку, накидываем на левую спицу, провязываем лицевой, далее лицевая. Кромочную в лицевых рядах я тоже провязываю лицевой. Сделали одну прибавку, на спицах 4 петли. Изнаночные ряды всегда провязываем изнаночными. Развернулись. Следующий ряд с прибавкой. Кромочную снимаем. Провязываем одну лицевую. Делаем прибавку из петли на ряд ниже. Накидываем правую стенку петли на спицу и провязываем лицевыми. Кромочная лицевая. У нас на спицах 5 петель. Разворачиваемся, провязываем петли изнаночными. Следующий ряд лицевой. Кромочную снимаем. Делаем перехлест третьей петли с первой и второй. Перед работой вводим спицу в третью петлю, меняем местами с первой и второй, возвращаем петли на левую спицу, провязываем 2 лицевые, а из третьей делаем прибавку. Подхватываем стенку петли на ряд ниже, накидываем на левую спицу, провязываем лицевой. 1 лицевая и кромочная. На спицах стало 6 петель. Разворачиваемся, провязываем петли изнаночными. Начало ряда всегда будет одинаковым. Делаем перехлест третьей петли с первой и второй. Делаем одну прибавку из петли на ряд ниже. Кромочная лицевая. На спицах 7 петель. Провязываем изнаночный ряд. У нас на спицах 7 петель, и далее мы всегда будем вязать следующим образом. Начало ряда, как обычно, делаем перехлест третьей петлей, меняем ее местами с первой и второй, провязываем лицевыми. На спицах у нас осталось 3 петли, кромочные 2 петли. Всегда, когда у нас остается 3 петли, делаем прибавку следующим образом. Переснимаем петлю, делаем прибавку из петли на ряд ниже, меняем местами первую петлю со второй и третьей, так чтобы первая оказалась сверху, и провязываем ее лицевой. Кромочная лицевая. Наш узор начинает формироваться уже с 2 сторон. Разворачиваемся, провязываем изнаночный ряд изнаночными петлями. Следующий ряд лицевой. Начало ряда, как обычно. Перехлест. Провязываем петли лицевыми. Далее вяжем лицевыми, пока у нас на спицах не останется 3 петли. Вот они. Первую снимаем, делаем прибавку из петли на ряд ниже.
Меняем местами первую петлю со второй и третьей, так чтобы первая оказалась сверху, и провязываем ее лицевой. Кромочная, лицевая. То есть таким образом будем делать прибавки в каждом лицевом ряду. И нам надо довязать до ширины 55-60 сантиметров. Изнаночный ряд провязываем всегда изнаночными. Еще раз покажу ряд с прибавками. Начало ряда перехлёст третьей петли со второй и первой. Лицевые. Далее вяжем петли лицевыми, пока на спицах не останется 3 петли. Вот они. Первую снимаем. Делаем прибавку из петли на ряд ниже. Меняем местами первую петлю со второй и третьей. И кромочная, лицевая. Таким образом продолжаем вязать до нужной нам ширины. Я довязала до ширины 55 сантиметров. На спицах у меня 60 петель. Теперь в лицевых рядах мы будем делать убавки в конце ряда. Начало ряда мы вяжем как обычно. Перехлёст третьей петли со второй и первой. Довязываем петли до конца ряда, пока на спицах не останется 4 петли. То есть кромочная и плюс 3 петли. Убавление делаем следующим образом. Первую петлю снимаем. Провязываем 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Меняем местами первую петлю со второй. Провязываем ее лицевой. Кромочная и лицевая. Провязываем изнаночный ряд. Начало ряда всегда стандартное. Провязали ряд, на спицах осталось 4 петли. Первую снимаем. Провязываем 2 петли вместе. Меняем местами первую петлю со второй, так чтобы первая оказалась сверху, и провязываем ее лицевой. Таким образом будем делать убавки, пока на спицах не останется 7 петель. Когда осталось 7 петель на спицах, начало ряда провязываем как обычно. Далее делаем убавление, просто провязав 2 петли вместе. Кромочная. Изнаночный ряд провязываем изнаночными. Далее снова начало ряда у нас как обычно. Перехлёст. Провязываем первую петлю, вторую, а третью провязываем вместе со следующей лицевой за задние стенки. Кромочная. Сделали еще одну убавку. Провязываем изнаночный ряд. Снова у нас перехлёст. Вводим спицу в третью петлю. Меняем местами с первой и второй. И провязываем 2 вместе. Кромочная, лицевая. На спицах осталось 4 петли. Провязываем изнаночный ряд. Снова делаем убавление, провязав 2 петли вместе. Кромочная. В изнаночном ряду изнаночные петли. И в следующем ряду мы просто провязываем 3 петли вместе лицевой. Вводим спицу в 3 петли и провязываем лицевой за задние стенки. Вытягиваем длинную петлю и нить здесь отрезаем. Нам осталось спрятать кончики и отправляем наш бактус на ВТО. Стирать будем в машинке на режиме ручной стирки, сушить на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Вот такое красивое изделие у нас вышло. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.